Друзья, всем привет! Это влог из Питера. Я дома. Вчера вечером мы прилетели в мой родной город, и у меня, конечно, просто невероятные впечатления. Большую часть времени я провожу с семьей, езжу на конюшню. В этом влоге будет много цен, каких-то рекомендаций, полезных заведений, ну и, конечно же, конной жизни. В общем, приятного просмотра. Друзья, джетлаг — это когда ты встаешь, как пенсионеры, в 5 утра. Кофемашина. Я так скучала, вы бы знали. Омлет. У нас есть безумный план поехать сейчас в центр, прогуляться. YouTube, к сожалению, у нас закрыли. Я смотрю интервью «Стрелец» с Варламовым. Кстати, как вам вообще интервьюер «Стрелец»? Мне нравится все, что она делает. Пишите в комментариях, какие вообще ваши любимые. Вышли, начался дождь, какой-то ветер вообще сильный. Мы прячемся в беседке. Очень хочется взять чего-нибудь горячего, какой-нибудь чай, там, не знаю, кофе, что угодно, но все открывается либо с 8 утра, либо с 10, с 11. Я вообще в диком возмущении, почему все так поздно. Я привыкла, что все работает там с 6-7 утра, в 9, в 10 у людей уже бранч. Ну, в общем... Ну, я вообще в 5 встала сегодня. На Бали сколько ты встаешь? На Бали я встаю где-то в 8-9. Ну, ладно, в 11. Ты что начинаешь мне портить рубрику вопросы-ответы? На самом деле, после Бали кажется, что вот такие вот площадки, знаете, ощущаешься где-то в Сингапуре. И что у нас все так чистенько. Вон настольный теннис. Дождь уже закончился, так что мы сейчас попытаем удачу и попробуем все-таки на самокатах покататься. По поводу самокатов. Чокнутые самокаты. Я понимаю, почему их хотят запретить. Люди вылетают просто из ниоткуда. Ну все, мы разблокировали этот уровень возможностей. Прикольно. Только холодно очень. Друзья, так как цены на такси выросли в 2 раза, вообще они какие-то ненормальные, мы сейчас с вами поедем с пересадками на трамвае, а потом вроде как на автобусе. В общем, постараюсь все это снять. Смотрите, какой миленький трамвайчик едет. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs we've had enough of the whole. Блин, друзья, эмоции у меня просто непередаваемые. Я расплывалась в улыбке, пока ехала, особенно мимо универа, еще первого. Очень приятные воспоминания. Ладно, сейчас еще небольшой квест начинается. Найти вход. Но, в принципе, все эти улочки мне хорошо знакомы. Улица Думская — это что-то, это самая ужасная, вообще отвратительная улица. Ну, раньше она была такой питейной, в мои еще годы такие студенчества. Это все было, конечно, весело, прикольно, все мы там тусовались. Но потом она благополучно превратилась в просто какой-то зоопарк безумный с пьяными блюющими людьми. Так что я очень рада, что ее потихонечку совсем так свернули, и все переместились, наверное, в Нурбинштейна. Приехала я к косметологу, и цены, конечно, выросли не только на такси. За 30 минут консультации в хорошей клинике я отдала 3000 рублей и пойду чуть позднее делать себе, ну, что-то вроде шлифовки, убирать все какие-то пигментные пятна от солнца. А это вообще шикарная погода, которую мы, видимо, завезли в Питер. Наши тропические ливни. Камбуча в Питере стоит дешевле, чем на Бали. Боже мой, наконец-таки нормальные цены на лосось. Ну что это вообще, какой-то подарок. Смотрите, как все красиво, чисто. Слушайте, я в невероятном восторге. Я уже сказала, выбор просто потрясающий. Но посмотрите, на 6200 у нас вышло. То есть это 1 000 000 рупий. Я прикреплю сейчас влог с балийский, что там я покупала на 6000 рублей. И здесь сколько мяса. Сегодняшний день подходит к концу лично для нас, потому что нам хочется спать уже в 3 часа дня, иногда даже в 2 мы встаем в 5 утра, то есть перестраиваться пока еще будем долго. Все, буду готовить и наслаждаться ужином. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs we've had enough of the whole damn thing that we got.
Спасибо большое. Решайте свои. Ой, спасибо. А я думала, это муляж. Очень красиво выглядит. Так, мы в поисках подарка Артему зашли в Борг. Тестируем такой массажер для рук. И я хочу сказать, что до этого мы заходили в Ямагучи. Мне не очень понравилось. Но вот в Борге чувствуется именно более точечное воздействие на мышцы нужные. В общем, мне нравится. Такое вот интересное здесь обслуживание. Вот так вот. Ну что поделать? Поживаем в нынешних реалиях. Так, ну все, мы упаковались. К дню рождения мужа готово. Все, давайте. Просто так комфортно, так классно, без кондиционеров жить, когда свежий воздух. Нам прям очень нравится. Лето в Питере — это вообще просто отдельная любовь. Распаковка золотого яблока. Почти первым делом сделала заказ. Сегодня скидка 50% на косметику Darling. В соответствии с этим у меня здесь это крем от Darling. Дальше патчи, конечно же, маски. И цены здесь максимально вообще вкусные, выгодные. Меньше 5000 рублей. В общем, какие-то такие покупочные делишки. Ask me right now in WhatsApp, for example, what are you doing now? Can we just have a conversation? Permisi kak, saya lagi latihan. Mak, saya lagi ada kelas bahasa. Окей. Saya kirim link baru. Окей. Самpai Bentar lagi. jumpa. Ой, вот такой вот прекрасный класс. На самом деле это очень непросто заниматься индонезийским, особенно индонезийским, ладно, английским, находясь в Питере, но я понимаю, что просто моему серому веществу нельзя застаиваться, и поэтому мне нужно постоянно практиковаться, повторять все мои словечки. Приехала на конюшню, это будет мое первое занятие в России, но единственное, очень сложно. Не ресепшена, никто не встретит, ничего не объяснит. Я сейчас бегаю, узнаю, куда мне вообще идти, что делать, где переодеться. Все очень сложно, но зато меня уже впечатлили лошади. Такие красавцы стоят, очень ухоженные манежи. Я даже, правда, не знаю, какая моя лошадь. Здесь собирают здоровые. И подъем голов, подожди. Пятку вниз, вниз, But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? If you're gonna leave, I'ma let you go. Анастасия, пару слов для влога. Мне очень понравилось. Здесь мне что нравится в России, то что у каждого тренера, которого ты берешь тренировку, это обычно либо действующий, либо бывший спортсмен, и у него одна и больше лошадей, обычно по 2 и 3. Это очень хорошо. Это вам не на Бали, где тренер там покатался 5 лет, его позвали на конюшню, они берут $50 за 45 минут, и на лошади по 150 человек в день ездят. Так что да, и мы часто занимаемся. Хорошая лошадь. Я очень ставлю этому занятию 10 из 10. Яна притворяется, что она здесь не работает, но на самом деле мы уже засекретили ее аутфит. Как вы видите, все работники носят здесь розовое. Совпадение? Не думаю. Создать это. Я уже в стоматологии приехала брать консультацию по поводу эйлайнеров. Все непросто. Мне бы хотелось их поставить здесь, но кто знает, где я окажусь через полгода.
Друзья, эта информация для тех, кто хочет жить в экономически и политически стабильной среде, иметь хорошие перспективы на будущее и перемещаться по всему миру. Получить все это легко, став гражданином одной из стран Евросоюза – Болгарии. Болгария с 2007 года стала членом Европейского Союза, а с 2024 – частью шенгенского пространства. В стране действует упрощенная система оформления гражданства, которой уже воспользовались тысячи выходцев из СНГ. Путь к болгарскому паспорту займет от 18 месяцев. При этом вам не нужно отказываться от нынешнего гражданства, проживать на территории страны, знать язык и даже инвестировать или приобретать недвижимость. Также, становясь гражданином Болгарии, вы беспрепятственно сможете жить, работать, учиться, открывать и вести бизнес на территории любого из 27 государств Евросоюза, а также безвизово или по упрощенной системе въезда посещать 171 страну. Давно мечтали стать частью европейского общества? Тогда переходите по ссылке в описании к этому видео и оставляйте заявку на консультацию с миграционным специалистом компании Аристип. Аристип – это надежный партнер в миграционных вопросах, который сопроводит вас на всем пути к получению второго паспорта. Не теряйте времени и начните свой путь к свободе вместе с Аристип. Это 2. Это типа другая вообще, да? Ну, режим. сила, наверное, не знаю. Ну, вот, короче, сам понимаешь, 15 рублей придет. Да, я вообще А идея была, Андрюха, давайте Артему массажер какой-нибудь подарим. Все, планы на день уже предопределены. Я помню, как-то тут облажались они с устрицами, я отравилась. И нам на дом доставляли бутылку вина в качестве извинения. Такие вот воспоминания у меня от этого ресторана. Как мне нравится мой outfit сегодня. Угу. Ну, выбирай. Можно, да. Наконец-то можно красиво одеться, чуть уложиться, накраситься и не быть потной вонючкой спустя уже 10 минут поездки на байке. Такой у нас прекрасный вид, настроение питерское. С днем рождения поздравляем. Загадайте желание и, может быть, отсканируйте, как там поздравления записали, мы видим. Это очень изобретательно. Записали поздравления вот здесь на QR-коде. Какие молодцы. Класс. Это вот куда лучше, чем сейчас. Да. Действительно, вот такое вот поздравление. Это вафелька. И это вафелька, да, QR-код съедобный. Это гораздо приятнее, чем когда выходит весь коллектив, весь ресторан на вас оборачивается, и ты чувствуешь себя вообще некомфортно, хочется спрятаться под стол. Все смотрят, хлопают, и как-то это волнительно. И так вот очень деликатно, я считаю. Ставим ресторану «Кристалл» лайк. Тем временем погода очень истеричная. Все как мы любим в Питере. Так, я снова у стоматолога. Вот это вот самая лучшая клиника в Питере. Вообще ни разу не реклама. Но вот я первым делом сразу же побежала сюда. И мужа сюда, и мама у меня здесь импланты себе ставила. Виниры, господи. Ну там импланты, виниры, все подряд. В общем, что хочу сказать. Ходила на Бали каждые полгода. Делала себе чистки. И впервые за 3 года, когда я попала к русскому мастеру, меня обнаружили множество пломб. Так что никакого доверия больше к индонезийским работникам нет. И сейчас, пока я здесь, будем стараться убрать все это за пару приемов. И у меня еще такой вопрос. Я немножечко подобалдела от того, насколько выросли цены на пломбы. В 2 миллиона рупий мне обошлась одна пломба, что 12 тысяч рублей, плюс гигиена 8 тысяч рублей. И меня еще развели на авторирование примерно за 1 миллион, примерно 6 тысяч рублей. И цены, конечно, выросли очень сильно из-за санкций. Но результатом я довольна. И все еще советую вам эту стоматологию. Метро нынче не то. Для влога это. А мы в черном. Красоту.
Россия не в курсе, что она под санкциями. К санкциями. Огромный выбор всего. Зашла в подружку, набрала всякой ерунды, но так как я с Артемом, приходится все делать очень быстро. У нас на Бали даже полуванилы нет, а здесь она вот, пожалуйста, за 150 рублей. Так, спустя очень много лет я снова приезжаю в Астер, и он уже открылся на римского Корсака. Еще одно заведение. Все, пока меня не было, почти 3 года, Соня обзавелась детем. Да, мамочка ангелочка. Ладно, да, ничего. Он лезет мне в рот. Прости, я тебя напугала, маленькая собака. То, от чего я отвыкла с радостью, так это от истерично меняющейся погоды. С прекрасной такой солнечной на вот такой вот не менее прекрасный дождь, на который вообще всем наплевать. Зонтики особо никто не достает, идет по своим делам и вообще ни на что не жалуется. Мы тем временем встречаемся с мамой, я приезжаю к ней на обед, стараюсь делать это как можно чаще и гуляем. Мама ходила на курсы швеи, да, и сама себе платье сшила. Смотрите, еще и такие рукава сделала. Вообще талант. Молодец, мамуль, очень красиво. Так, мы тем временем продолжаем нашу прогулку по набережной. Такой тут прикольный ЖК, очень современный. Это что за красоточка такая? Мне нравится такой концепт, при этом, что мы в этом ЖК смотрели как-то квартиры, когда еще на момент застройки 3 евро трешка здесь стоила, я помню, 18 миллионов. Сейчас я не в курсе цен на квартиры питерские, но подозреваю, что выросли цены за 3 года абсолютно на все. И снова общественный транспорт. Проезд что на метро, что на наземном обойдется вам в 44 рубля, если вы пользуетесь картой подорожник. Если без всех этих привилегий и заранее купленных карточек, то 66. Хотелось бы его расхвалить, но мне очень не нравится, что нельзя точно рассчитать время, когда пользуешься общественным транспортом. Транспорт не отображается на карте, либо он приходит не вовремя. Только хотела нахваливать общественный транспорт, и из-за него сегодня пропустила стоматолога, опоздала на 20 минут. Мы сейчас встречаемся с моей подругой с универа. Не виделись 3 года, но в универе мы просто как упсень и пупсень постоянно с ней ходили. Привет, привет, красавица моя, боже. Я так нервничаю, Саша, как будто первое свидание в моей жизни. Выглядишь отлично, Ой, просто это у меня самое красотка. лучшее. Ну все, я отключаюсь. Зашли в наши родные пенаты студенческие. Взяли кофе, мы тут с Аней просто бегали. В нашем этот Хогвартс тут 11 корпусов, чтобы вы понимали. Самый любимый, это мистер Таракан здесь живет. Я помню, как заставляли перепечатывать здесь страницу. У нас копи-центр тоже прям вот. Вот мы все идем, все вот это универ. И мы бегали как чокнутые с этих корпусов. Зад, вперед, бежишь, потеешь, кофе выливается. Ну, в общем, чудесные воспоминания. И, кстати, здесь же у нас была физкультура в Юсуповском саду. Мы бегали, пока люди гуляли с енотами, собаками и детьми. Аня сигарета еще шла вальяжно. Аня еще, да, когда мы выполняли норматив, и нам нужно было пробежать километр, Аня шла пешком, еще и покуривала сигаретку. И потом нам пришлось выкрадывать здесь журнал. Мы пробрались сюда, в тренерскую. И я помню, подрисовывали себе результаты нашего забега, потому что мы километр этот преодолели больше, чем за 10 минут. И было завершение учебного года, нам сказали: все, девочки. Это называется успех. Это называется успех, да. Ой, какая красота. Очень здорово. Люди рыбачат. Как предпринимательски. Когда принесли коктейль мне и мне. Да, не ври. Это все твое. У меня травяной чай, не придумывай. Давай, за нашу встречу, дорогая. Настя, что ты почему свой коктейль не пьешь? Что тебе снится? Крейсер Аврора. Час, когда утро встает над Невой. Едем с родителями на озеро. Красота. Мы нашли с мамой лисички. Многие уезжают сейчас за границу, куда-то на море, а мы, наоборот, уехали по лесу гулять.
Папа учит маму вязать какие-то специальные узлы на палатке, которые пригодятся абсолютно во всех жизненных ситуациях, особенно когда человек тонет. Тут где-то индейка, да, мам? Кайф. К этому, к веслу, а не весло к телу. Ниже, вот. И приседай чуть-чуть. Вот на себя весло. О, молодец! На этом мои питерские будни не заканчиваются. Спасибо, что посмотрели этот влог до конца, и до встречи в новых выпусках.